Раз, два, три, четыре, пять. Всем здрасте. С вами Сварог. И сегодня мы с вами будем пробивать клан-боссу по щам, без всяких зелит, ситрамов, хексов, твинфилдов. Да, а жаль, что их нету. Тайлоса тоже нету. Но в любом случае, как пробить 20, а то и 30 тысяч крови пачкой без зелиты. Ну и пока мы не начали, конечно же, да, стример тоже хочет кушать, поэтому небольшой блок рекламы. Если вы оформите дебетовую карту Тинькофф All Games, то вы сможете получить кэшбэк до 30%, бонусы за любые покупки, ваш никнейм на карте и обслуживание от 0 рублей в год. А если вы ее оформите до 10 декабря, то у вас есть шанс получить 30 тысяч бонусов, которые вы можете потратить на себя любимого. Ну а если у вас уже есть эта карта, то вы можете оформить Тинькофф Юниор для своих детей, потому что это вам позволит контролировать траты ребенка в приложении, поможет ребенку копить со счетом копилкой с доходом до 5% годовых, кэшбэк до 30% за интернет-покупки, конечно же бесплатное обслуживание и оповещение, бесплатное пополнение карты ребенка, также детское мобильное приложение и круглосуточная поддержка. Если вам это было интересно, переходите по ссылочке в описании. Ну а мы продолжаем. Конечно же, здесь я не до конца раскрою использование Лорел или Hello, потому что для этого пика нужна будет волка на первой пробуде. Но если я уберу кого-то из кошмаров, то я не смогу добить ту же самую тридцаточку. Поэтому, как максимально эффективно пользоваться Hello, вы увидите в следующем видео, где это будет уже происходить из зелиту. Ну и начинаем бить дракончика. Первым ставим лучника, возле нее ставим Hello. Hello в сете капельки, как видите, баф повис, все нормально. Потом я ставлю Демоса, так как Демоса я буду еще заливать лоркой, то я его ставлю поближе к непосредственно Hello, чтобы цепляла Лорел. Деймос тоже под бустом капли. Валерка также сейчас будет от Венома под бустом капли. Единственный Салазар без буста, но тут уже приходится что-то изобретать. Ставлю лорку, ульту Hello, ульту Лорел сразу же. И как только дракон проорался, он дал первый свой удар. Как только у нас появляется удар метеорита, доходит плюс-минус до половинки, включаем Валерку. И сразу же, как только заливается волк, включаем волка и к нему включаем Долорес, потому что там первые 2-3 удара Валерки без Долорес еще ничего страшного. Ну и параллельно с этим ультим Салазаром так, чтобы на драконе, конечно же, висела кровь. Плюс Лорел, когда она не ультит, она бафает атаку тем, кто ультит. То есть вполне даже себе неплохо. Конечно, сейчас бы ее можно было бы уже убирать потихонечку, но так как у меня чуть другой пик, и если я ее уберу, то поставить мне только остается Торадора. Пока что без него все спокойно живут. Ульт Hello. Hello потихонечку заливает, так же как и Лорка всех остальных. Дракона мы сбиваем пока что первый щит без ульты. Там ничего такого сложного нету, 3,5 миллиона. Поэтому сейчас заряжается команда. И врубаем уже ульт Долорес. Ультим с Лазарчиком пока стоит Лорел. Ультим также еще и Валеркой. И сейчас заливается псина. Мы также ультим псиной. В него прилетел баф от лорки. Делаем ульт лоркой и будем ее уже убирать, потому что на ней не точный шмот, как оказалось потом. Но в любом случае она будет там умирать, и она не будет особо нужна. И сейчас заливается Hello. Мы пока ждем, пока дракон не крикнет своим ревом. Потому что рев снимает много хп, а Hello под ультой лечит двоих, помимо того, что она еще заливает ярость. Все, сейчас включаем Долорес. Опа, ультим Салазаром под Долорес. Как раз на драконе висит кровь, висит дизармор от Вальки. Ультим на пасашок Лорел. Она проультилась почти что. Мы сейчас ждем, пока у дракона начнется формирование метеорита. Ультим Валеркой. Ультим собакой. Дожидаемся, пока зарядится Hello, чтобы ей тоже ультануть. Опа. И теперь можно спокойно убирать уже лорку, потому что все залиты, кто нужно было. Все под ультами. Единственная Долорес, которая была с 50% готовности ярости, поэтому ничего страшного. Как раз залилась Долорес. Под все ульты все хорошо. Щит пробит второй. Ульт Салазара по сбитому щиту, под дизармором от Валерки, от Торадора, от Кровотока еще плюс повышение урона. И все, сейчас проульчиваемся, но уже, к сожалению, без Долорес, потому что она не залилась. И просто ульт собаки
прожмем, он побьет чуть-чуть, потому что все равно к третьему щиту все снова зарядятся. Ну и опять-таки, да, экономим ярость, экономим ульты, потому что третий щит без той же Зелиты и Ситрама, без Сайлоса, ну, сбить мне еще, по крайней мере, сложно. Поэтому, опять-таки, первый крик, прожимаем ульт Hello, чтобы никто не лег, потому что от метеорита может лечь та же самая Долорес, и как бы вся война пошла на смарку. Еще один крик впереди, и уже после крика мы будем запускать Валерку, опять-таки, в очередной раз, чтобы она била и сбивала щит. Как видите, я мог бы ультануть Салазаром уже давно, но подкопил ульту, потому что по сбитому щиту Салазар откатится. Он там откатывается примерно на половине тайминга валяния босса еще. Но в случае чего Салазар будет подсейвливать команду на случай нехватки урона по щиту. И тогда он тоже ультанет и собьет щит в любом случае. Как видите, потихонечку, помаленечку урона у нас чуть больше. Также мы включаем залив ярости от Hello. Все, щит пробит, ульт Салазара. И мы на окончании 4-й минуты имеем 25 тысяч крови. Конечно, да, у нас сейчас Долорес без лорки, без заливки ярости. Можно было бы сейчас поставить лорку, убрать, и Долорес была бы полная вместе с волком. Но чуть другая у меня здесь тактика. Ульт Долорес. Заливаем яростью всех. Параллельно к этому мы сейчас дожидаемся, когда у нас окончится рев, чтобы снова включить Валерку. Пока что мы ультим Салазарчиком. Ну, как обычно, ну, то есть нам нужно дождаться, чтобы рев прошел, чтобы хил хильнул Валеру, и уже после этого мы можем активировать ульт. Именно в момент до метеорита. Потому что поджог, если мы ультим во время рева, то нас убивает поджог. Если мы не ультим, то мы не ультим, мы хилимся, все хорошо. Под хилом Валерка нормально живет. Ну и убрали лорку, у нас снова залив ярости, также ульт Псиной, также ульт Салазаром. И, как видите, мы спокойно успеваем добить те же самые 30 тысяч крови с небольшим маленьким хвостиком. Но в любом случае, без Ситрама, Зелиты, Сайлоса и лидеров адского взрыва, я считаю, это достаточно неплохой результат. Опять-таки в этом сильно очень помогает лорка и Hello. Но опять-таки тактика здесь расстановки Лорел и Hello у меня чуть-чуть другая, нежели как она должна бы быть. Поэтому как правильно пользоваться лоркой вы увидите в следующем видео. Ну а теперь, если перефразировать 9-го игрока, не подписался на канал, дракон команду ушатал. Ну и го глянем шмоточки по нашим персам, что во что одет и как мы достигли таких, в принципе, результатов. Конечно, да, большинство одето в сет из 19 этапов, фармили там, но кто не может проходить 19 этапы, хотя у вас вроде персы есть, но что-то не получается, пишите ссылочки в помощи в описании к видео, что, где и как. Ну и теперь го смотреть шмот. Начинаем с Hello 55 уровня, всего выбил ее буквально пару дней назад, сет капельки, очень много эффекта исцеления, но тут на самом деле он не нужен, здесь нужно больше восстановления ярости. Но там уже что дропнуло, потому что шмота как такового нет, единственная сфера эйфории, заточенная на плюс 5, у Долорес учение предков на плюс 5, опять-таки нету никакого другого древнего миф-арта. Лорка, как видите, неточенный шмот. Ну, в принципе, она и должна была бы убираться сразу. Волка, которая нам тоже пригодится для пробития с капелькой. Торадор, очень мало урона, да, ну, то, что было. Как таковой, второй рейд я перестал фармить, как только смог одеть волка в древний гнев. Гнев, наоборот, у меня в реве. Ну и волк тоже. Не догон чуть-чуть шанса крита, но там 8% не особо проблема, потому что под Торадором все-таки он под ультой бьет достаточно очень больно, очень часто. Ну и Валерка тоже. Все мили у меня с алой охотой, кроме гнева. Валерка в реве тоже маловато атаки, но что смог нафармить, то и одел. В принципе, как-то так. Салазар в мудрость. На этом все. С вами был Сварог. Всем благосклонного рандома, богатого дропа и мирного неба над головой. Удачи!